Всем привет! Мы с вами сегодня, нас очень много, встретились на вебинаре, посвященному курсу «Как свои», который стартанет 1 декабря, продлится 6 месяцев, стоит $1500, и вы будете заниматься с кураторами. Это такой прям мощный курс по волоскам, только по бровям. И сегодня у нас в программе что? Я расскажу вам об этом курсе, потом мы с вами разберем, как строить симметричные брови, которые всем подходят, но не являются шаблонными. И мы с вами разберем и работы, и выберем лучшего студента, который бесплатно получит доступ к курсу «Как свои» и будет учиться наравне со всеми. Это такая стипендия для выдающегося какого-то студента, который сегодня будет вот счастливчиком нашим. Это курс, который называется «Как свои». Это название говорящее, потому что вы научитесь рисовать брови, которые не отличить от натуральных, от своих бровей клиента. Я его откатывала очень долго сама, и уже это будет у нас, по-моему, 7-й поток сейчас на этот курс. Уже много студентов обучилось. И вы сможете работать на этом курсе с мужчинами, с детьми, с аллопециями, с женщинами, естественно, с нашими клиентами. И вы можете уже прямо сейчас написать поддержки, сказать: я готова, берите мои деньги, я буду этому только рада. Меня зовут Елена Нечаева. Для новичков, которые недавно на меня подписались, я представлюсь. Я владелец сети студий по перманентному макияжу. Я 14 лет в перманентном макияже, 13 из них я обучаю, потому что буквально через 3 месяца, как только я начала работать, я взяла уже себе первого мастера, которого учила сама. И на пике у нас было 11 студий в 9 городах и работало более 70 мастеров, чтобы вы понимали. И все они были обучены так или иначе. И высокие стандарты у нас очень были в сети студий. И я знаю, как учить, я знаю, как учить онлайн, я знаю, как донести даже до самого твердолобого, потому что у нас в сети работали медики, это были медсестры, которые не умели рисовать. Почему я создала этот курс? Потому что 500 тысяч работ в сети, которые мы научились мы создавали огромное количество работ, мы их проверяли, мы контролировали качество внесения пигмента в кожу, я создала критерии, по которым работала вот эти вот несколько десятков мастеров единовременно. И по моим критериям работает, не знаю, мне кажется, очень большое количество людей сейчас. Я этому рада, потому что это облегчает сильно жизнь. И я создала этот курс, потому что сейчас такое засилье шаблонных некрасивых бровей, некрасивых форм, нереалистичных рисунков на бровях, что меня это просто раздражает, вымораживает. И, знаете, я в Инстаграм и в Ютуб, я достаточно активна, многие на меня подписаны. Просмотры, которые, знаете, вот там, где я критикую вот эти шаблонные брови, они просто там зашкаливают. Люди со мной согласны, клиенты со мной согласны. Они просто вопят: нам надоели, мы не хотим идти к этим мастерам, а хороших мастеров мало. И в итоге я должна была просто создать этот курс, на котором вы научитесь работать с детьми. Вы сможете работать со самыми сложными случаями, когда это аллопеция, вообще не к чему привязаться. Вы научитесь работать с мужчинами, вы научитесь работать с людьми, у которых, например, ожоги на лице. Какие-то вот такие сложные случаи, когда надо, чтобы было супер реалистично, никто не хотел себя украсить, просто нужно вернуть свое старое лицо. Или это, например, после каких-то операций, такие максимально сложные случаи. Чем отличается техника «Как свои» от схем? Реалистичностью. То есть это не гиперреализм, я не могу использовать это слово. На самом деле гиперреализм — это когда не отличить от настоящего, да, но слово гиперреализм, оно как бы испортило себе репутацию вот этими схемами, которые сейчас все используют. И я не могу это слово использовать просто потому, что в голове у многих щелкнет и появится сразу схемы. Нет, у меня брови как свои, то есть это брови, которые не отличить от настоящих. То есть это не вот эти схемы, которые хочется подойти, послюнявить и посмотреть, что же это такое, когда ты такой на лицо смотришь, а тебя что-то смущает, эти одинаковые повторяющиеся линии, какие-то торчащие вот эти волоски, вот эти соединения тщательные, то, что бросается в глаза. Я хочу, чтобы брови были как будто бы, вот я с такими родилась, вот я хочу себе такие брови. Я человек, который готов платить дорого. Все мои знакомые и подружки хотели бы себе брови, которые не нарисованные, а которые не отличить от своих. Как будто это вот прям просто свои брови. И в этом основное отличие. Это без шаблонов рисунки форм,
симметричных, которые подходят всем клиентам на самом деле, хотя и выглядят по-разному на всех. И это заполнение пустот или реконструкция бровей таким образом, чтобы не было возможности отличить от своих. Как будто вот просто заколосились, заволосатили свои брови. От схем отличается тем, что брови за счет, знаете, разных волосков. Где-то они тоньше, где-то они толще, где-то это блик, где-то это тень, где-то это полутень, где-то это глубокая тень. Вот это все учитывается, и брови начинают выглядеть объемными, живыми, настоящими, когда ты просто пройдешь мимо человека и не поймешь, что брови у него нарисованы. В отличие от схем, повторюсь, потому что даже на мужчин лепят вот эти схемы, абсолютно одинаковая левая и правая сторона, когда выглядит это очень странно, это кринжово выглядит, но как бы когда мастера по-другому не умеют, они используют то, что и умеют. Поэтому я вам рекомендую очень у меня на курсе поучиться, чтобы наконец-то начинать выделяться. Эскиз выполненный таким образом, что клиент просто от вас уже не уйдет. То есть эскиз, когда рисуется полосочками, да, какими-то нитками прорисованные вот эти контурные какие-то рамки, он не привлекает. Клиент не захочет с вами остаться, потому, как бы он может остаться на доверии, потому что он видел вашу работу на каком-то своем там знакомом, или у вас там вылезан Инстаграм, где вот эти прекрасные какие-то девы, вы нарисуете ему эту рамочку, потом он встанет и будет плакать, потому что это вообще не то, что он ожидал увидеть на своем лице. Я говорю, что эскиз должен выглядеть так, как он будет выглядеть после процедуры, как он будет выглядеть после заживления, то есть это новое лицо, потому что многие из вас наблюдали за работами, которые выставлялись в чате, и разбор вчера я проводила в прямом эфире. Вы видели, как сильно брови меняют лицо. И вот эта вот форма бровей и направление волосков. Я отсекала сразу те, где вот были идеально вылизанные такие волосочки. Это не красиво, это не естественно, я такое себе не хочу. А эскиз, нарисованный по моей методике, он выглядит вот прям, прям живо. То есть есть кейсы, когда мне мастера рассказывали, что человек запарился уже удалять лазером там очень долго, очень муторно, форма безумная. И она говорит, да давай уже перекрой, нарисуй, как есть сверху, закрась, просто я не могу уже больше с этим жить. И просто наносили тоналку и прорисовывали эскиз так, как он будет выглядеть после, когда кожа будет чистая, и человек такой, да, все, я поняла, удаляем до чистой кожи, потому что я хочу себе вот это новое лицо. И я считаю, что по-другому просто быть не может, что если я прихожу к человеку, который меняет мою внешность, я должна видеть и точно понимать, как лицо мое выглядит. И клиенты сейчас становятся все более образованными. Их задолбали эти шаблонные формы, которые всем рисуют, эти схемы, которые всем рисуют одинаковые, которые просто, ты видишь сразу. А этого не хотят многие клиенты, и именно этим вы должны выделяться, что волоски не повторяющиеся, что это такой некий упорядоченный хаос, когда волоски имеют систему, безусловно, рисование имеет систему, но в итоге вариант вашего эскиза, который мы потом зафиксируем в коже иглой, он выглядит живо, махрово, волосато, реалистично, вот по-настоящему, как свои брови, понимаете? И вот именно в этом основное отличие. Волоски пересекаются под определенным углом, они разной фактуры, где-то тонкие, где-то толстые, они соединяются в пучки, они склеиваются где-то в такие объемные вещи, у которых есть тень, есть блик, и вот это все именно создает брови мечты вашего клиента. Плюс очень важно, когда форма реалистичная, когда это не шаблонная какая-то ерунда, потому что, в сравнении, да, это один и тот же мужчина, я ему нарисовала брови, какие они бы у него были в природе, естественные, если бы они у него были, и это брови с конференции, это, конечно, до маразма, маразм возведенный вообще просто в абсолют, когда вот так рисуется, но как бы человек претендовал на победу в чемпионате, поэтому так. Что дает владение этой техникой, я думаю, очевидно. Единицы все еще работают. Единицы освоили эту технику, потому что, да, она сложнее, чем остальные. Да, это, наверное, самое сложное, что может быть на лице вообще, в принципе, человека. Поэтому выделиться все еще очень легко из толпы шаблонно рисующих мастеров. Зарабатывать вы будете именно потому, что дорогие клиенты хотят такие формы. Если вы живете где-то, извините, в каком-то микроскопическом селе, то, может быть, вам не стоит учиться на эту технику, потому что ваши односельчане захотят шаблонные брови, возможно, и удовлетворяться. Вам нужно быть в
так сказать, в платежеспособном месте, либо туда переезжать, потому что это большая проблема на самом деле для тех, кто рисует виртуозные какие-то работы, но живет в каком-нибудь Мухосранске, где одна улица поперек там другой, и все, и нету клиентов. Ну, как бы тут дело не в технике, а дело в платежеспособности населения. Дорогие клиенты хотят, чтобы на них не было видно косметики, никакой тонны косметики, никакой декоративности. Вы должны это понимать. Вы можете обучать в этой технике, обучившись сами, естественно, можете, потому что мало очень обучающих мастеров в этой технике, причем, ну, действительно классных. Вообще по пальцам пересчитать. И вы можете участвовать как спикер, но я думаю, здесь вам нужно будет пробиться сквозь шаблонных вот этих мастеров, потому что сейчас там засилье, но я думаю, что если много работать, и нас станет больше, тех, кто действительно красивые работы делает, у вас тоже это все получится. Так, получать призы на чемпионатах тоже. Может быть, на нашем чемпионате вы получите приз. Мы, кстати, вернемся к этому чуть позже, я расскажу, потому что мы собираемся в Турции организовать чемпионат после окончания этого курса, и вы можете на него попасть. Так, для кого этот курс? На мой взгляд, для всех, потому что 6 месяцев пахоты, если вы доплатите за то, чтобы кураторы вас не пропускали, за то, чтобы вы пахали как вол просто, то у вас должно все получиться, если вы выделите достаточное количество времени для занятий. Новички могут освоить, потому что новичкам не надо переучиваться. Переучиться иногда сложнее, чем научиться новому. Я это замечаю. Мастера, которые прошли кучу мастер-классов, каких-то обучений по схемам, они просто не могут отойти от схем, им сложно. Если твоя чаша пуста, как говорил в аватаре чувак, то ее наполнить проще, чем полную уже чашу. И это факт. Начинающие мастера могут. Делаете растушевки? Да, у нас огромное количество кейсов. На курсах постоянно учатся мастера, которые только растушевки делали и достигают тоже высот. Все только зависит от вас. Сколько вы потратите времени. Продолжающие мастера, естественно, тоже могут, опытные мастера тоже могут, но вы должны понимать, что вам надо просто забыть вообще все, что вы делали раньше, и начать просто по-другому работать, потому что тут принцип работы в общем и целом другой. Вы научитесь видеть симметрию через большое количество тренировок. Вы научитесь качественно прокрашивать. Многие замечают, что усилились очень сильно работы в растушевке тоже. После того, как начался этот курс, на всех, в принципе, зонах тоненькую стрелочку вывести кончик, да и не проблема вообще. Зафиксировать контур на губах, который никогда не получался, вообще не проблема, потому что это все про контроль. Вы научитесь контролировать свои руки-крюки, потому что очень многие застревают на каком-нибудь волоске, где они не могут сделать волосок без заусенцев. И, вас не пропустят дальше, если вы не сможете. И вас пропустят дальше, если вы выберете тариф, где все по лайту. Так, вы научитесь видеть красивые формы. То, что я считаю красивым. Я считаю, правда, свой вкус практически эталонным. Я считаю, что я могу научить, я научила много мастеров видеть красивые формы, создавать их. Сегодня мы, кстати, дальше поговорим с вами о том, как создавать простые симметричные брови чуть дальше. Я вас научу, если вы раньше до этого не знали этого. Так, четче и быстрее фиксировать эскиз. Наш эскиз, который мы рисовали на лице клиента, должен быть зафиксирован практически с первого прохода. Именно поэтому блок по владению ручкой, а потом машинкой, иголкой, когда вы фиксируете, очень важен, и на нем тоже многие застревают, потому что, волосок зафиксировать за 2 взмаха не получится. Нужно плотно, тщательно прорисовать каждый волосок, который вы рисуете. Именно поэтому фиксации эскиза мы уделяем большое количество времени. Так, результаты предыдущего потока. Я еще сейчас покажу другие, то есть это у нас тоже, работы хорошие, прекрасные, но у меня куча других работ, просто мне надо будет выйти в планшет, когда уже рисовать будем, я тоже покажу. Так, это до обучения, так, результаты предыдущего потока, оки-доки, зажившие есть даже работы, вот их работы до курса, но многие в волосках вообще не работали до курса. Но основное количество, кто работал, те делали схемы. Да. Окей. Сами понимаете, да, что схема это вообще не то пальто.
Кому это может понравиться? И все равно до сих пор мастера лепят эти схемы всем подряд. Я вот не могу уже смотреть на них. Особенно мне ужасным кажется, я вам покажу, здесь у меня есть такая работа чуть позже, когда еще и вот так вот сильно вылезают. Это как, это можно сравнить с пиявка бровями, с растушевками, с этими безумными. То же самое делают с волосками. Вытаскивают эти волоски очень сильно наверх. Не знаю, зачем это делается, чтобы произвести на всех впечатление, наверное. Так, что у нас будет на курсе? Пластическая анатомия. Пластическую анатомию я проходила, например, в университете. Ну, скорее всего, никто из вас этого не делал. Это такое совмещение мышц и объемов, и теней, которые создаются на лице, и как именно выделить, как добиться реалистичности при помощи игры света и тени. Вот этому я буду учить вас тоже на курсе. Разрисовка ручкой, как ни странно, это супер важно. Если вы освоите ручку, то у вас с машинкой уже почти не будет проблем потом. Линия гид – это место смены направления на волосках. Очень многие не понимают и лепят схему туда. Даже если по схемам работать и использовать линию гид, то можно схему вписать в свои волоски, ну, в некоторый рост волосков, и сделать это более симпатично. У меня я вам покажу, в какой момент меняется направление волосков, где она проходит обычно, и как правильно рисовать эскизы. Продающий эскиз, да, кстати, на этот курс я добавила, по-моему, штук 12 еще эскизов разных, то есть на разных совершенно типах лиц будет, наверное, в районе 12 или 13 или 15 даже эскизов, где чисто прям вот лицо было, стало, как рисовала, все нюансы в работе учтены. Это важный момент, на прошлых курсах этого не было. Аппараты, скорость, иглы, это все тоже важно. Колористика, естественно, будет. Отработка на латексе, очень важный большой блок. Прям запасайтесь латексом, покупайте их 100 штук. Латекс вообще у мастера перманентного макияжа лишним не бывает, потому что постоянно нужно отдохнул, возвращаешься к работе, нужно откатывать заново свои навыки, каждый раз постоянно тренироваться. Практика на людях и специальных манекенов. Ну, манекены – это голова, потому что я говорю всегда, учиться надо на объеме. На латексе вы, конечно, можете какое-то время поработать, но именно на объеме вы должны откатывать уже все эскизы и фиксацию эскиза. И если есть возможность откатывать это на людях, круто. Нанимайте модели, откатывайте на людях. Вообще предполагается, что примерно со второго, наверное, месяца учебы вы должны уже будете, вот начиная с эскизов, вы должны будете уже работать на людях. Все эскизы рисовать по-новому, скидывать их в чаты ежемесячно, скажите мне, еженедельно будут разборы с кураторами ваших работ, поэтому как бы без ответа не останетесь. Будут у вас в чатах как я их называю, волонтеры, то есть это мастера с предыдущих курсов, которые уже знают, как там что работает, они будут вам помогать, это очень крутая поддержка, прям в чатах там очень у нас оживлено, там, не знаю, раз в 2 дня захожу в чат, там плюс 1000 сообщений, они сводят меня просто с ума. Вот, но я рекомендую как можно больше всего откатывать на людях. И подразумевается, что вы где-то месяца за 3,5-4 пройдете полностью курс, и у вас еще будет 2 месяца на то, чтобы постоянно работать на людях и скидывать свои работы. Они также будут обсуждаться, формы, внесение пигментов кожи, вот это вот все. Поэтому имейте в виду, что с блока эскиз вы должны начинать рисовать эскизы на людях и на объеме рисовать, ну, это такая круглая голова манекена. Что будет на курсе аллопеции? Естественно, будут и мужские, и детские. Будет несколько коррекций, прям вот, которые там были на курсе. И сделана коррекция будет показать, как максимально тактично поработать на коррекции. Это важный момент, потому что это не просто обвести то, что ты там до этого делал. Оно иногда заживает с пробелами, иногда заживает очень бледно, иногда наоборот ты понимаешь, что заглубился. И вот эти все нюансы я рассказываю тоже на курсе. Так, регламент и условия. Так, тут забыли поменять. 6 месяцев будет 60 уроков. 1 раз в неделю разбор и ответы на вопросы онлайн. То есть ваш куратор будет с вами заниматься индивидуально, каждому отвечать на его работы. Главное, работы присылать. Главное, не стесняться этого. Куратор проверяет домашние задания каждый день. Это на гид-курсе. Но еще у вас будет огромная поддержка в виде волонтеров, которые с вами, уже опытных мастеров, которые с вами на курсе будут находиться и будут вам помогать в чате прям. Потому что в чате это важно, чтобы многие увидели, там какую-то ошибку разобрали, ее должны увидеть все. Общий чат, стоп-уроки будут только для тех, кто оплатит $150 за, так сказать, экстра нервы ваших кураторов.
которые будут с вами биться до последнего, чтобы вы сделали прямо идеально правильно задание, то или иное, на котором застрянете. То есть, помните, да, еще раз, у вас будет разделение. Кто обычную цену заплатил, он остается на курсе, идет на курсе, как бы ему, естественно, кураторы тоже дают поправки, они будут говорить, что не так, но пропускать дальше. То есть у вас будет выбор застрять на этом уроке самостоятельно или пойти дальше. Я уверена, что львиная доля из тех, кто не доплатит $150 вот эти, они будут идти дальше чисто из любопытства, ну типа, ой, я же знаю, я потом вернусь, но на самом деле надо и важно, я считаю, важно застрять там, где вам куратор сказал, у вас не получилось. Важно застрять до тех пор, пока вы не выполните идеальное задание, потому что одно задание вытекает из предыдущего, у меня очень это все логично построено, и ну, вы поймете это уже на курсе. Важно еще, кстати, хочу сейчас уточнить, важно все уроки, которые вы прошли уже, постоянно применять. То есть, если вы прошли формы, симметрию и так далее, да, вы поняли, как надо строить брови, не откатывайтесь назад и уже все ваши эскизы, все ваши рисунки стройте именно так, чтобы у вас как бы двойное было такое повторение постоянное. Потому что очень многие прям блок проходят по формам, и потом откатываются к своим старым формам, каким-то пиявка бровям, и в них начинают строить уже волоски. Нет, такого делать не надо, и об этом тоже будет большой, ну, на этом будет большой акцент. Вопросы, можно ли, ну такие часто задаваемые, можно ли пройти онлайн без кураторов? В инкубаторе есть много кейсов людей, которые прошли онлайн и достаточно хорошо. Да, можно, но куратор это самая суперсила, которая вас направит, поможет, найдет, расковыряет вашу ошибку, которую вы, возможно, даже не заметите. И я считаю, что это очень важно, работать именно с куратором. Про подарки, рабочие тетради, пакеты всякие, вот эту всю мишуру, которые пускают пыль в глаза на курсах, лишь бы вы купили, как бы у меня нету такого, не будет ни тетради, ни подарков, ничего. Будет ли диплом? Диплом будет только для тех, кто сдаст экзамен. То есть в каком режиме вы будете проходить этот курс, неважно. То есть вы можете доплатить и застрять где-то на совсем, вообще на 6 месяцев застрять на каком-то уроке. Или вы можете не доплатить и проскакать весь курс. Экзамен вы сдадите, и экзамен принимает куратор и я. И вы понимаете, да, что у меня точно вы просто так не получите диплом, поэтому не раскатывайте губу. Диплом будет только для тех, кто до конца курса дойдет и сдаст экзамен. Понимаете, да? Экзамен это работа на клиенте, это не какой-то там латекс, ничего такого. То есть это работа на клиенте. Все, вот с этого момента только работа идеально выполнена на клиенте считается экзаменационной и принятой. И получать диплом будет такой мастер. Ловушки психики. Так, это, блин, у меня открылась старая презентация, сорян. Почему так? Почему 6 месяцев? Потому что путем экспериментальным мы вывели, что примерно одинаковое количество людей, которые учились год и 3 месяца, не доходит до конца. И мы вывели по просьбам трудящихся 6-месячный курс. Очень много общалась с предыдущими потоками. Вот все они утверждают в один голос, что год было бы много, 3 как-то вот прям впритык хочется еще поработать. Ну вот 6 будет идеально. Давайте проверим. Я решила пойти навстречу и это сделать. Так, если я не успею, вы можете дойти этот курс потом в инкубаторе, купить инкубатор и там его пройти, он там будет. Либо вы можете пройти его на следующем потоке, возможно, он будет уже видоизменен, то, что я собираюсь, а может быть, его даже не будет, потому что я собираюсь писать тренерский курс. Короче, я не знаю, я вам ничего не гарантирую, но в инкубаторе этот курс точно есть. Я не гарантирую, что я перепишу новый курс, кстати, а то сейчас, блин, наобещаю и не сделаю, не хочу этого делать. Короче, если не успеете с кураторами, то самостоятельно в инкубаторе welcome. Если я передумаю, заболею, забеременею или умру, как бы это ваши проблемы, вам никаких возвратов не будет, вы купили курс, вы им пользуетесь, либо не пользуетесь, это ваш абсолютно выбор. Я не очень люблю, конечно, наши волонтеры и кураторы, они постоянно подбадривают и говорят, ну эй, ты где, давай, возвращайся, давай, начинай. Я этого не люблю, я считаю, что
мотивация должна быть у самого человека, у самого мастера. Если он не хочет, заставить его невозможно. Умолять, делать тоже невозможно. То есть я не люблю быть мотиватором, я люблю работать с теми, кто готов пупок порвать для того, чтобы у него получилось. Кто хочет выделиться реально из толпы мастеров, кто хочет быть крутым мастером, не, как бы сказать, через насилие. Вот. Сколько нужно выделить времени на курс? Многие говорят, что они по 7-8 часов в день тренировались, чтобы дойти до конца. Это очень сильно зависит от вас. Очень сильно зависит от того, насколько вы внимательно смотрите урок. Потому что очень многие говорят: ой, да, посмотрела там на ускоренном, наискосок. Или даже не слушала, а просто смотрела, когда там все спали, а я типа тренировалась. Очень важно смотреть и слушать все, что я говорю, потому что в самом уроке уже вы свои ошибки должны увидеть. Посмотреть свою работу, посмотреть работу, которая выставлена как образец. Посмотреть то, что я говорю, потому что я и ошибки сразу проговариваю, какие могут получиться. Поэтому очень важно максимально внимательно смотреть уроки, чтобы у вас все получилось. Потому что многие говорят, что сама была невнимательна, и в итоге получилось, что потратила времени зря, много впустую, короче. Поэтому готовьтесь все равно к тому, что вы будете очень много тренироваться, чтобы дойти до конца, чтобы вас пропустили куратор, особенно если вы возьмете версию, где с вас будут спускать стружку вообще просто прям по-настоящему. Так, сколько стоит курс, я сказала, 1500. Как оплатить? Есть ли рассрочка, если скидки могут ли отчислить с курса? Как оплатить, вы уже, в принципе, все знаете. Напишите поддержку, они вам все банковские какие-то реквизиты дадут, вообще все, во всем помогут. Если рассрочка для тех, кто в России только она есть, и, по-моему, можно через PayPal тоже, это прям с PayPal нужно общаться. В PayPal в самом есть такая функция, если вы за границей. Если скидки, у нас сейчас в конце тоже будет розыгрыш для чемпиона, который пройдет на курс совершенно бесплатно. Я считаю, это стипендии называю, поэтому скидки нет. Нет, сорян. Могут ли отчислить? Могут за какое-нибудь хамство совершенно невероятное, за оскорбление участников, да, могут. То есть вы лишитесь общения в чатах, но пройдете курс уже просто находясь на гид-курсе такого не было ни разу, что мы кого-то отчислили с курса, правда. Просто периодически возникают какие-то бунты, недовольства тех, кто не хочет застревать на каком-то уроке, хочет проскакать по головам. Для таких мастеров есть вариант, когда ты просто хоть смайлик пришли, тебе скажут: смайлик, ладно, иди дальше. Но я надеюсь, что таких будет меньшинство, и что вы будете по-настоящему учиться, потому что я хочу видеть классных мастеров много, и курс рассчитан на то, чтобы у вас получилось, если вы все уроки пройдете. Поэтому, еще пока никого не отчисляли, но можете попытаться что-то такое сделать, чтобы вас отчислили. Так, как присоединиться к курсу? Тут все понятно, да? Что произойдет после оплаты? Да, будет чат в Telegram. У нас есть 2 чата. Чат домашка, где вы будете показывать свою домашку, совещаться со своими коллегами, с волонтерами, которые вам будут помогать. И чат общий, где какие-то будут новости, правила и так далее. И, скорее всего, по-моему, будет чат-болталка, где вы можете просто жаловаться. Там даже кураторов не будет, будете просто вы сами. Вам предоставят доступ к образовательной платформе GitKurs, и с 1 числа вы приступите к обучению. Уроки будут открываться просто каждый день, не блоками в этот раз, а просто урок открылся, вы его сделали, домашка проверяется 1 раз до 20:00 по Москве, вас куратор проверил, открыл вам следующее задание, вы начали делать следующее задание. Либо вас куратор открыл, сказал, что исправите, вы исправляете, прикрепляете снова к этому заданию, которое у вас не приняли, то есть там уже выбор за вами. Так, ответы на вопросы. Последний шанс. 1 числа на курс попасть. Да, 1 декабря на курс попасть нельзя, но у вас есть время еще подумать, потому что еще целый месяц до начала курса. У вас есть время подумать, на какой тариф вы хотите зайти. И это очень важное решение, вы должны его сразу принять. То есть на хардовом тарифе, еще раз, вас не будут пропускать к следующему уроку до тех пор, пока вы не сдадите идеально свое задание.
И это значит, что у вас должно в полном объеме быть выполнено задание. И это супер важный момент, вы должны это понимать, потому что если вы зайдете, как бы вы там ни выли потом, не плакали, не ругались, не угрожали, вас не переведут на другой тариф. Вы должны понимать, что именно это вас подгонять будет, что вы не сможете дойти до конца, возможно. И именно это будет многих стимулировать дойти до конца как раз-таки. Потому что из любопытства пооткрывать уроки, это не значит научиться. Вы должны именно научиться на этом курсе. Так, все. Я вернусь назад. Где моя мышка? Все, вроде как. Так, я могу поотвечать на вопросы, и потом мы с вами перейдем к следующему блоку. Мы с вами перейдем к отрисовке симметричных бровей. Помните, о котором я говорила? Так, что тут у нас по вопросам? Не пойму, трансляция началась. Напряжение растет. Так, запись эфира будет. Так, у меня 1 час ночи. Жду с предвкушением. Так, ладно, ну тут просто какая-то болтовня. Тогда я... Хотите хардкор, чтобы вас не пропускали, пока не добьетесь идеального выполнения. Так, Иван Петров. Это, видимо, наш админ. Окей. Если разобрали ошибки, но пропустили, я самостоятельно хочу идеально. Смогу ли я прислать еще работу, переделаю? Ну, да, 100% сможете. У вас, я просто, да, короче, смотрите. Если вы самодостаточный мастер, самостоятельный, которому не нужно вот это вот, знаете, в виде плетки такое вот хардкоровское, как это сказать, меч, который над вами висит, который вот должен вас гнать, вас не пропустят, и вот это вот все, вы, безусловно, можете сдавать тоже бесконечно свои задания. Куратор будет вам отвечать, что не так и что вам нужно еще доделать. Не переживайте, что там совсем всех будут просто пропускать. Нет, кураторы будут работать хорошо со всеми. И с теми, кто заплатил за хардкор. Просто есть люди, это, знаете, это прям буквально пару недель назад мне написала студентка, у которой подружка купила курс только потому, что она рассказала про этот хардкор. Ей нужно было, чтобы ее заставляли. И она сказала, это супер важно, я хочу именно, чтобы вот это было. И тогда мы решили вот такую функцию внести. Потому что люди начнут просто ради любопытства открывать дальше уроки, потом типа вернусь, потом так и не вернутся, так и не доделают. И вот это вот все бесконечно. Так, вот мне пишут, что я хочу, чтобы меня не пропускали просто так. Я думаю, это хорошее желание. Так, что, давайте с вами теперь мы порисуем те самые формы, которые всем подходят. Сейчас я выберу, на ком это сделать. Но сначала мы построим. Ну, кого бы найти? Ну, вот можно вот эту девочку. Ага. Черт. Сейчас. Ну вот, давайте жуткая как раз у меня тут форма. Так, давайте вот эту прекрасную девушку разберем. Она у меня уже есть там где-то, но тут сейчас будет о другом. Так, у нее нужно эти брови как бы удалить. Новые это нарисованы. Все, мы открываем новый слой. Эти слои скрываем. Так. На новом слое мы пока что с вами порисуем. Вы заметили все? Я думаю, что вы заметили все, как много было прям ужасных работ по форме именно. Какие-то странные дугообразные, такие как пиявки, но с волосками. Или вообще какие-то безумные. То, что они не на месте находятся, это, конечно, тоже вопрос очень такой. Так, давайте увеличим.
Я всегда говорю, рисуйте на глаз, не используйте линейки, тренируйте глазомер. Это наше все при работе с клиентами. Мне кажется, вообще в принципе стыдно доставать линейку и что-то там замерять мастеру, который должен видеть, как исправить лицо. Нитки, линейки, вот эти все трафареты, которые используют мастера, говорят о том, что у них все херово с глазомером. Поэтому львиную долю вашего времени вы должны тратить на то, чтобы вы работали с человеком, развивая глазомер. И я сейчас выберу карандаш. Да. И знаете, что прикольно? Многие сейчас уже работают на планшетах, и все знают, что можно вот так вот сделать. И... Ой, а почему у меня не работает эта херота? Вот, и линия выравнивается, да? Или можно вообще взять линейку и нарисовать прям с линейкой в планшете, ну, потому что здесь есть куча функций. Но это же видно. Вот смотрите, вот этот вот прямоугольник я нарисовала, пользуясь вот этой встроенной функцией, да. И кураторы, они не дураки. И постоянно у нас на эту тему смехуёчки в чате, потому что вот я художник, вы все видели, как я рисую, но я когда рисую какие-то вот эти вот вещи, их видно, что они отрисованы от руки, понимаете? Всегда видно, поэтому не пытайтесь сдавать домашние задания, нарисованные по линейке, это всегда видно, у вас кураторы суперопытные мастера, поэтому... не считайте их дурачками, не пишите, не скандальте потом, потому что мы постоянно это проходим. У нас как-то в крови, видимо, у советских людей списывать, пользоваться всякими читерскими этими приборами какими-то, которые помогут, чтобы было красивее, хотя это не там ваша заслуга, линейка. Не надо этого делать, потому что в первую очередь именно развитие глазомера вам поможет в работе с вашими клиентами. Блин, ничего другого не сделает из вас классного мастера. Вот смотрите, я нарисовала сейчас прямоугольник. Прямоугольник – это всегда бровь, которая полностью входит. И он может быть разным совершенно. Вот вы сейчас должны очень хорошо меня понять. Смотрите, может быть прямоугольник с высокими вот этими боковыми сторонами и более такой короткий, да? Может быть, да, но может быть вообще очень длинный и тонкий. Это у нас такая почти прямая длинная бровь условно. Вы можете в разный формат прямоугольников вписывать бровь. За счет чего вот прямоугольник такой, а не другой. Я потом на лице покажу уже. Но просто вот представьте, есть люди, у которых вот сюда вот все в кучку соединено, да, глаза близко посажены, бровки вот такие маленькие. Соответственно, у них прямоугольник вот этот, в который вы вписываете, будет небольшой по пропорциям, да, по высоте и соотношение ширины и высоты. А бывают вот такие широкие лица и такая бровь раскидистая. И там прямоугольник, соответственно, будет более длинный и менее высокий. Поэтому играемся с разными форматами. Ну вот, например, возьмем первый. Все, видите, я делаю на глаз. То есть вот я сейчас вижу, что у меня немножко снизу больше, чем сверху. Ничего страшного, меня это не смущает. Самое главное, что примерно, если замерить, линейку взять, то что примерно у меня там все равно, все более-менее одинаково. Бровь гармоничная. Конечно, есть исключения, но бровь гармоничная состоит из 3 частей обычно, и одна из них это хвост, и 2, трети это тело брови. Это самая такая идущая, вот действительно правда всем, ну, за исключением редких случаев, когда появляются брови, которые, ну, просто совсем прямые, или действительно у них вот такое прямое тело и маленький свой крючковатый хвостик, и то ее можно как-то более гармонично сделать, но, наверное, в 95% случаев такая форма классическая подходит всем. И это не шаблон совершенно, потому что мы с вами будем строить бровь на разных совершенно лицах, одинаковые. Вот по моим вот этим вот, методам построенная бровь на 10 разных лицах будет разная, совершенно разная.
И я позже покажу вам работы студентов, еще вот сейчас, когда мы с вами порисуем, и там примерно вот по моим шаблонам построенные брови, вы поймете, что они все совершенно разными выглядят. Поэтому не бойтесь, что вы налепите всем не индивидуальные брови, как раз-таки, пользуясь вот этим методом, вы будете рисовать как раз подходящий вашему конкретно клиенту брови. Что у нас получается? Бровь, давайте сделаем это как правилом. Бровь не... Особенно нарисованная вами, она не может, у нее хвостик не может опускаться ниже головки брови. Бывают исключения, когда свои хвосты завалены, и в мимике там они, допустим, поднимаются, и жалко их удалять, тогда да, ладно, окей, не трогаем. Но рисовать хвостик, который ниже, чем нижняя точка головки, никогда не нужно. То есть осознанно брать и заваливать хвосты, переносить акцент на хвосты, это всегда портит внешность вашего клиента, делает его как бы таким странным, унылым. Но если это не касается мужчин, мы сейчас говорим про женские брови. Поэтому не нужно этого делать. И у нас получается с вами до как бы второго квадрата бровь имеет форму любую восходящую, то есть там-то мы будем с вами вписываться в брови клиента, но сейчас вы должны понять, каким образом я там ее собираюсь строить. Почему я работаю прямыми линиями? Потому что прямую линию очень легко оцифровать. Естественно, никто не говорит, что вот здесь вот этот угол внутренний должен быть совершенно вот таким четким и острым. Нет, всегда у вас есть там какое-то небольшое скругление, это вообще не проблема. Вот. Но прямую линию слева направо перенести уже гораздо проще. Единственное, что мы не делаем с вами, это не переносим вот эти вот размеры путем прям прикладывания палочки или нитки к бровям. Мы должны отойти на 1,5 метра и смотреть на лицо клиента, и только с расстояния в 1,5 метра вы поймете, что вот эти 2/3 и вот эти 2/3, они не очень одинаковые, и вот здесь надо дорисовать. Если вы будете прикладывать нитку, то даже если нитка показывает, что все идеально, вам будет казаться, что не идеально. Именно поэтому все те, кто рисует нитками, они всегда читерят и как вот так вот показывают своего клиента, потому что там всегда очень странно выглядят брови, они никогда не симметричны. Они симметричны относительно друг друга, но они не симметричны на лице, потому что именно у нас надбровные дуги разные, формы разные, вот это вот все. Поэтому выбранная толщина, просто смотрите, параллельно идет линия. Я ее не сужаю, не утолщаю. У меня тело брови в любой точке одинаковой толщины. Единственное, что я делаю, я утолщаю. Смотрите, если взять хвостик, я никогда не заканчиваю хвостик вот такой вот сходящий в точку линии, потому что он тогда считывается как недостаточный для этой брови. Как бы слишком коротенький, слишком резкий и слишком как бы непропорционально маленький. Я так никогда не делаю. Я для себя вывела формулу, что примерно 1/3 излома у меня вот здесь должна оставаться. И я свожу не в точку, а в 1/3 толщины тела брови. И вот здесь вот у нас, либо если это мы рисуем волоски, так, куда сбежал мой цвет, если мы рисуем волоски, то здесь несколькими волосками заканчивается бровь. Если это растушевка, то здесь она заканчивается такой неопределенной дымкой, которая там где-то выходит немножко за вот эту вот границу. Все. Это моя формула, которая работает, которая выглядит красиво на всех бровях. Когда вы нарисовали вот эти вот прямые линии, вы уже можете вот здесь вот скруглить так, настолько, насколько вам это визуально понравится на вашем клиенте, потому что не всем нужны вот такие прям острые, как домик, брови. Смотрите, мы с вами скругляем бровь, и это важно, верхнее и нижнее скругление должны быть одинаковыми. И именно тогда бровь будет тоже считываться как симметричная, потому что очень часто мастер смотрит и не может понять, что не так. А на самом деле, я сейчас это вот уберу, чтобы вам было понятно. А на самом деле, например, вот здесь вот бровь сверху скруглена сильно, а вот здесь вот совсем немножко и где-то еще и чуть дальше. И все, уже визуально какой-то дисбаланс, и вы не можете понять, и вы мучаетесь. Все это сделано, вот эти простые прямые линии, я их создала очень давно, вот эти точки А, Б, С, там и все прочее, еще, не знаю, лет, наверное, 7 или 8 назад для своих студий, для своих мастеров, все теперь ими пользуются, и ради бога, но
имейте в виду, что они созданы для того, чтобы вам проще было находить симметрию. Вот вы когда построили уже бровь, да, и левую, и правую, все симметрично, вы просто берете и вот здесь вот незначительно стираете поверху и внутри, смягчаете до того состояния, когда вам начинает нравиться. И смотрите, это может быть скругление вот отсюда, вот до сюда, условно, и тогда у вас уже получилась условно дугообразная бровь. Главное, чтобы эти линии были ну, как бы на своем месте. Либо мы это с вами убираем и делаем это скругление вообще незначительным, и оно у нас там идет вот отсюда, вот до сюда, да? То есть это очень все индивидуально, именно поэтому у нас как бы не шаблонная такая работа получается. Просто имейте в виду, что это вот такая вот картина. Эти линии должны быть вертикальными и условно параллельными друг другу. И еще один момент важный, что я еще не люблю, это когда вот здесь вот прямо такой жесткий уголочек. Обычно в этой зоне, ну вы поймете потом, вот здесь вот волоски растут, вот они реденькие такие, полупрозрачные, очень редко там прям такие какие-то остро создающие угол волоски. В растушевке вообще это ненавижу, но во многих вот этих шаблонных бровях именно вот эта зона, она как раз таки такая острая и четкая. Мне это не нравится, я считаю это некрасивым, поэтому условно слева и справа можно вот этот уголок вообще немножко отрезать. А вот этот уголок верхний тоже скруглить, для того, чтобы, ну, как бы слева и справа, это зависит от роста своих волосков. Иногда они прямо вот так вертикально торчат. Иногда клиент настаивает, говорит, я хочу, чтобы кругленько было. Ну, сделайте кругленько, не проблема. Вообще это можно волосками создать. Волосками можно создать любую, в принципе, форму, и круглую, и вертикальную, и ну, вертикальными волосками квадрат создать, все что угодно. Единственное, чтобы вот здесь у вас, во-первых, у нас по правилам тут обычно полупрозрачные волоски находятся, такие, которые полудымку как бы создают нечеткие, поэтому я обычно как бы чуть-чуть срезаю вот этот уголок. Все, смотрите, если вы вот таким образом построите бровь, вам ее будет очень легко отзеркалить на соседнюю сторону. Именно из-за того, что у вас тело брови две части, хвост одна часть, вы можете отойти и визуально замерить и перенести на соседнюю сторону. И ну, это достаточно просто сделать. И давайте мы сейчас с вами на клиенте прям это и сделаем. Хорошо, это мы убираем. Это мы с вами как бы удаляем. Вот. На лице этой девушки. Так, что там у нас по вопросам? Как у нас дела обстоят? Так, слушайте, ну даже если я у кого-то зависаю, может быть плохой интернет или что-то такое, вы можете пересмотреть потом. Всем вам придет на почту вебинар. 100% отказалась от ниток, все заиграла новыми красками. Нитки плохо. Exactly. Так. Да, и тут, кстати, мне подсказывают, для тех, кто уже когда-либо учился на этом курсе, вы можете зайти с 50% дисконтом и пройти его еще раз, да. Я тоже зашла на поток майский, зная про хардкор, и половину прошла только, но ни о чем не жалею за то, что нужно было. Доучилась в инкубаторе, зашла бы еще раз, но пока с деньгами не получается. Это было лучшее обучение в моей жизни. Спасибо большое за обратную связь, спасибо большое, что не злитесь, потому что я, конечно, мне кажется, даже руку сломала, потому что меня на одном из курсов очень проклинали за то, что они не прошли дальше, чем хотели. Я на курсе в инкубаторе, но там уроки открываются раз в неделю, это возможно со службой поддержки обговорить, возможно открыть все уроки. Нет, это невозможно, этого не будет. Раз в неделю открывается, потому что за неделю в самостоятельном режиме как раз примерно можно, не отрываясь от работы, от личной жизни и так далее, сделать качественно урок. Вот. Ладно, что там у нас еще есть интересное? Есть ли возможность часть оплатить картой рублевой европейской валюте? Так, вам на это ответит поддержка. Окей, давайте порисуем теперь на этой прекрасной девушке. Так, давайте сразу белым цветом, наверное, и на новом слое тоже. Белым цветом мы с вами отметим середину. Я нахожу середину всегда
по вот этому вот, как бы сказать, условному треугольнику, потому что нос бывает свернут, потому что даже, конечно, и это место не панацея, иногда бывают какие-то травмы или какие-то очень сильно изогнутые надбровные дуги. Мы с вами в общем и целом лицо должны делить пополам, потому что вы визуально смотрите, воспринимаете вашего клиента, но центральная вот эта осевая линия, ну, условно, конечно, она проходит через вот эту переносицу, кончик носа почти всегда чуть-чуть свернут, особенно если какая-то травма была, через центр губ и через центр подбородка. Но, опять, в отрыве от носа и подбородка это достаточно симметричное лицо должно быть. Скорее всего, вы не проведете через вот эти все точки, но в общем вы должны как бы визуально лицо разделить напополам. И самое важное место, которое вам помогает, это вот эта вот часть на переносице, потому что, ну, только, ну, действительно какие-то серьезные травмы или что-то такое иногда вызывают очень сильную асимметрию какую-то здесь, вот, но мы с вами все равно ориентируемся, ну, вот примерно на середину. То есть вы находите расстояние между глазами вашего клиента. Так, и я сейчас тут из-за этого блика как бы и не нашла это расстояние. Вот здесь где-то, да? Все, короче, ладно, пойдет. Смотрите, если мы сейчас с вами представим те самые прямоугольники, которые мы рисовали, там задание на самом деле на развитие глазомера, и очень многие застревают на нем тоже, именно вот пока не научатся видеть сначала с прямоугольниками, а потом уже без них саму вот эту форму. То есть у нас нам-то что нужно? Нам нужно здесь, на нашем клиенте, нарисовать гармоничную форму, где у нас хвост занимает 1/3 от как бы тела брови, примерно. Причем я вот это лицо выбрала, потому что оно такое раскрытое, оно такое широкое, как бы сказать, покатое, потому что иногда, ну, нужно прям вживую смотреть на объемное лицо, потому что голову чуть поворачиваешь, а там бровь за виском еще тоже есть, и учитывать вот эти нюансы. Но здесь оно такое достаточно открытое, чтобы на нем можно было вот такую вот форму создать. Прямые линии что нам дают? То есть у меня есть возможность замерить все вот эти вот характеристики от центральной осевой линии, и у нас является с вами горизонтальной линией, от которой мы пляшем, внешние уголки глаз. Я не рисую это на клиенте, я ориентируюсь в общем, я подхожу, смотрю, я первое, что делаю, выравниваю по уголкам глаз линию горизонта на своем клиенте, потому что все сидят немножко наклонившись, если это не сделать, то вы брови нарисуете вот такие наклоненные. Вот, и я рисую вот эту центральную линию иногда, но не всегда. Здесь у нас получается, так, если мы этот треугольник прорисуем еще раз. Ну, в общем, я нашла вроде, да, середину. Просто на разном уровне головки находятся. Если я представляю себе вот эту вот простую геометрическими формами построенную бровь, и я ее накидала на одной из бровей, мне ее легко уже перенести на вторую. Я всегда выбираю, с чего начинать работать. Я выбираю сложную бровь для работы. Сложная бровь, она может быть, если лицо достаточно какое-то там симметричное, да, то я считаю сложной бровью ту, которую я рисую, закрывая лицо рукой. Понимаете? Лицо клиента. Если вы левша или правша, это зависит от этого. Потому что вот эту бровь я рисую, например, это получается левая бровь клиента, да? Левая? Я все время путаю левая, правая или правая. Короче, вот эту бровь я буду говорить. Я ее рисую, я закрываю лицо клиента, и мне как бы сложновато, да. Чаще всего она, кстати, еще и сама по себе более какая-то нависшая, низкая. Вот. А вторую бровь я уже рисую, ставя руку так, что я вижу все лицо в общем. И ну, я считаю, это важный момент, потому что если вы сначала нарисуете легкую бровь, а потом начнете рисовать ту, которая сложнее, как бы и руку держать сложнее, и лицо закрываете, то вам будет сложнее найти симметрию. А здесь оно как бы попроще. Поэтому я начинаю всегда вот с этой брови. Не знаю, какая она, левая, правая, все, я запуталась. Выровняли лицо. И мы с вами смотрим, мы с вами, вот я сейчас нарисую сначала как бы белым цветом, чтобы вы понимали, что я буду делать. То есть я нахожу точку излома внутреннюю обычно, даже не так, смотрите, у нас, так, уходи отсюда. Ладно, сотру заново. Угу.
Смотрите, у нас в нашей геометрической фигуре, которой мы сейчас оперируем, да, это прямоугольник и к нему прикрепленный треугольник условный. У нас есть уже несколько точек, с которыми мы с вами пляшем. Возьму красный цвет. Смотрите, это, например, вот эта точка в головке, максимально высокая точка в брови и самая низкая точка в брови, да, мы смотрим на левую, на правую бровь и смотрим, где какая вот там как бы самая высокая, самая низкая. У нас получается такой некий коридор слева и справа, в котором мы можем работать, потому что одна бровь ниже, одна бровь более заваленная, короче, вы поняли. Вот, и я, получается, вот эта точка уже у меня есть, я нахожу такую же точку на таком же расстоянии с другой стороны, давайте красным цветом. То есть вот от центра переносицы я нахожу такое же расстояние, ставлю там в голове точку или там уже несколько волосков прорисовываю. Ну, это я вам прям рассказываю, показываю, как я ищу на клиентах. Мой способ для меня легкий. Тут же у меня есть уже там условная точка вот в этой головке, да. Я ее прорисовываю и с другой стороны. То есть вот, она мне уже дает понять, что, ну, я же не буду сужать бровь, да, обычно мы ее расширяем под ту, которая пошире. Ну, если там не маразм, может быть, вам нужно в некоторых случаях сужать. Потом у меня есть точка в изломе. Я, соответственно, нахожу вот на таком же расстоянии, вот это расстояние, да, причем, еще раз, я его замеряю не на коже, а отойдя и глядя на лицо клиента. Я отхожу, смотрю, такая, прикидываю примерно, ну, вот примерно вот здесь она будет находиться. Могу даже себя проверить, да, подойдя к клиенту. Ой. Затем я нахожу точку по нижней части брови. То есть, если мы играем в игру, когда у нас это две прямые параллельные линии, то она у меня находится ровно под вот здесь вот. Что-то бледно рисовать стало. Вроде у меня все учтено. Ну ладно. Опираясь на нее же, я уже нахожу вторую точку с другой стороны. То есть я вот примерно для себя накидала вот эти вот точки, по которым я буду выстраивать свою бровь. И я смотрю, что у меня тут с хвостами, то есть насколько у меня один хвост выше, насколько один ниже. И давайте белым цветом примерно накидаем. То есть я это делаю у себя в голове. Вы можете это сделать, например, тоже белым карандашом или красным, там, кому как удобнее. Проставить вот эти критериальные точки, затем заполнять уже эскиз. То есть вот я прорисовала. По сути, на самом деле, нитками работа-то такая же идет. Просто она по-дурацки, во-первых, почему-то строит, съедая всегда вот эти вот изломы. Я их сохраняю максимально всегда. То есть вот смотрите, я набросала вот эту вот форму, да, как только что с вами обсуждала. У меня хвост примерно, естественно, не так далеко, это я там размахнулась, заходит. Я примерно смотрю, и затем я уже карандашом заполняю пробелы. Либо, если это растушевка, я просто заштриховываю вот эти вот пробелы, пустоты, в которых мне предстоит потом работать. То есть вот это зоны, которые мне нужно заполнить. Ну, я не знаю, как вы это делали, когда мне рисовали брови, но я думаю, что именно так вы должны были это делать. Поняли, да? И получается прикол в том, что любую как бы из этих точек можно замерить. Но еще раз, не при помощи линейки, а при помощи глазомера вы должны проверить вот эти вот все точки, они находятся на одинаковом ли расстоянии от вашей линии горизонта. Некоторые мастера прям прорисовывают вот эти полосочки тоже, ну, они если нужны. Также вы можете замерить вот эти вот расстояния все. То есть вы нарисовали, вы еще клиенту не показываете. Также вы можете замерить вот эти вот толщины все, вообще в каждом сантиметре вашей брови. Потом вы можете замерить вот это расстояние слева и справа. Вы все абсолютно в этой геометрической фигуре, вот хвостов тоже вы можете замерить вот это вот расстояние. У хвостов вы тоже можете середину, например, по толщине замерить и окончание по толщине замерить. То есть все, ваша геометрическая фигура готова, да? В этот момент, глядя на лицо вашего клиента, вы решаете, вам нужно помягче или поагрессивнее, потому что иногда бывают вот такие прям брови, да, их надо смягчить, вы их нарисовываете по нижней части. То есть в этот момент вы решаете, насколько сильно вы вот здесь в изломе хотите смягчить и сделать уже вот такое более там мягкое выражение лица или более широкую бровь.
поняли, да? Но к этому моменту у вас уже максимально симметричные построены брови. Так, что мне тут надо? Ой, понарисовала. Это отключить, это отключить, это отключить. Вот примерно брови построенные уже с учетом ее остатков волос и с учетом того, что хвост брови входит, ну, примерно, естественно, мы не говорим прям точно, без линеек мы работаем, 2 раза в тело брови. Все ширины замерены, и уже потом, например, густотой вы можете сделать так, чтобы вот эти вот волоски, так, открыть слой, чтобы вот эти волоски, например, были вот полупрозрачными, их было почти не видно, и тогда у вас головка смягчится. Вот здесь вы можете сделать тоже полупрозрачными, их почти не видно, и тогда у вас эта зона смягчится. Ну и это можно же сделать и растушевкой, естественно, тоже. И вот тогда, когда вы научитесь вот так строить, сначала вы откатаете глазомер свой в прямоугольничках, в построении вот этих бровей, чтобы они были левая, правая, симметрично одинаковые, а затем на портретах, а затем на клиентах без использования линеек, еще раз. Тогда вы начнете уже играться вот с этими нюансами, когда у вас там более прозрачные какие-то волоски в каких-то частях брови, и делать лицо более таким интересным, более мягким. Эскиз, как рисовать, это отдельное искусство. Этому я учу очень долго на самом курсе, и это нелегко, поверьте мне. Многие застревают на эскизе тоже. Эскиз, который должен выглядеть как своя такая вот родная форма бровей. Так, и я хотела вам тогда еще тут показать работы. И потом мы с вами обсудим, конечно, победителя выберем. Так, это тут у нас до. Так, это не она, но тоже хорошая. Так, ну смотрите, о чем мы говорим. Видите, простые прямые формы. Ну, как бы то, о чем я сейчас рассказывала. Брови гармоничные, брови очень индивидуальные. Так, вписанные волоски нарисованные в свои, видите, да, что нету никакого противоречия между нарисованными и своими. Свои более серые, их видно по периметру. То же самое здесь, тоже свои более теплые, по периметру нарисованные. Тоже, видите, бровь совершенно другой формы. То есть у нее более длинное тело, более короткий хвостик, но все равно как бы построенная по моим вот этим вот, что-то они как-то в разброс. Вот это вот, видимо, до. А это после. То же самое, коричневые волоски видно вписанные, а более серые это свои пучки, которые были. Угу. Чему вы будете учиться на курсе? Понимаете? И смотрите, опять, да, линии вроде прямые, но форма уже такая мягкая, более пологая, более сглаженная. То есть всего этого вы можете добиваться. Вот эти брови, которые первые были с синими стрелками. Что там было? Ну-ка, вернемся назад. Тут перекрытие какого-то старого красного. Ну, тоже, смотрите, да? Как бы, кто разберется? Естественно, что первое время у вас будет не получаться идеальных заживших, потому что свежая и зажившая – это разные вещи, все мы понимаем. Но когда у вас гармоничная форма, когда у вас волоски вписаны в свои, и если у вас там случились где-то пробелы, что-то там пошло не так, то это не будет бросаться так сильно в глаза, как когда вот эти схемы, которые вообще поперек своих волосков нарисованы, понимаете, да? Если волоски у вас там чуть-чуть подплывут, ну, как бы, ничего страшного, они нарисованы, они вписаны, и это не будет выглядеть не гармонично. Как бы, не знаю, я прям влюблена в эту технику, ничего себе другого больше тоже не хочу с тех пор, как... Так, это эскиз, по-моему. Да. С тех пор, как научилась сама и научила своих мастеров работать в такой технике. Ну, Саша у нас куратор, которая делает мне брови постоянно. Так, это тоже эскиз. Вот прикиньте, да, пришел человек к вам на процедуру, вы нарисовали ему эскиз и отпустили подумать. Это просто лайфхак, который работает в 100% случаях. Вы просто приглашаете клиентов, там, день открытых дверей. Сегодня я рисую всем эскизы, например. Всем нарисовали вот такую красоту и припудрили, чтобы оно не стерлось, и отправляете походить, пожить один день с красивыми бровями. Она всем будет показывать и о вас рассказывать. Она будет сама убеждаться в течение дня, как ей круто. Как бы ее же отправили выбор делать. Просто представьте себе.
сколько людей о вас узнают в этот момент. Ну, естественно, при условии, что вы нарисовали красивый эскиз, от которого она умрет от восторга, который будет выглядеть так же, ну, как потом будет после процедуры выглядеть. И все, хана. Хана вам просто как мастеру, вы будете завалены прекрасными клиентами, которые хотят вот такие работы. Это очень работающая штука. О том, как привлекать клиентов, просто день открытых дверей раз в неделю, и через месяц вы будете супер востребованным мастером, при условии, что вы научитесь рисовать вот такие вот гармоничные формы, которые украшают лица. Украшают лица. Такие работы, где, ну, как бы, не поймешь, где свои, где нарисованные. Так. Это работы разных студентов с разных потоков. Я просто так подергала, которые сложная работа. Угу. Как бы понимаете, да, что все абсолютно разные получаются формы. Разная толщина у бровей, разное направление волосков у бровей, разный как бы рельеф надбровной дуги. У вас никогда не получатся одинаковые брови у ваших клиентов. И не переживайте на эту тему совершенно. Так. Вот здесь очень интересно такое было, получается, длинное тело брови, но за счет того, что выщипаны. Мне нравится эффект. Это уже заживший, да? Угу. Короче, не знаю, я абсолютно влюблена в эту технику. И брови, еще раз, я все время говорю, что брови должны выглядеть бровями с расстояния в 1,5 метра. Не нужно гоняться за отдельно лежащими волосками. Не нужно пытаться прорисовать вот эти вот какие-то фееричные схемы, узоры. Нет, вы должны просто реконструировать бровь. Это на самом деле такая реконструкция получается брови. То есть, ну, по остаткам или по намекам того, какая бровь была когда-то, воспроизвести новую бровь у человека. Вот, смотрите, какое перекрытие интересное. Пишите ваши вопросы. Так, а это вот чьи-то работы до курса, тоже для сравнения мне накидали. Причем видно, да, что волоски, что человек по схемам работал. Вот это вот особенно меня умиляет, когда хер знает куда выводят эти волоски. И этому учат еще. Это очень похоже на пиявка брови. То есть это желание, чтобы дымка на километр ушла вверх и вниз, чтобы было видно твою работу. Я не хочу, чтобы было видно мою работу. Я хочу, чтобы у моего клиента были нормальные брови. Я не хочу, чтобы на мне было видно чью-то работу. Я хочу себе иметь брови, которые не привлекают внимания, которые просто все будут думать, что это мои брови. Вот это, как мне кажется, программа максимум для хорошего мастера, а не вот это, когда вот эти паучьи лапки торчат со всех сторон, вот эти схемы, которые видны за километр просто. Ну, как бы, этому учат очень многие мастера сейчас. Я, ну, против. Я прям, тут надо войну тоже объявлять, потому что потом клиенты, ну, не клиенты, а мастера, которые учатся у таких мастеров, начинают повторять вот это все. Тут немножко работ на латексе, но работ на латексе будет очень много. Так, и вот это мастер, кстати, вот эти вот работы я показывала, это одного и того же мастера, вот эти вот схемы. И вот это, меня просто там блоком сбросили. Это уже работы мастера во время обучения. Там еще даже до конца курса они не дошли, но уже, слава богу, поняла, как встраивать, как вписывать, как не вытаскивать черти куда эти волоски. Потому что наша задача всегда вписать свои волоски, соединить, вернее, нарисованные волоски со своими волосками. Именно поэтому я там ношусь с этой линией гид, которая показывает, где меняют направление волоски. Именно поэтому я так трепетно отношусь к тому, чтобы работали очень тщательно мастера с волосками, с направлениями их. Так, все. Слава яйцам. Здравствуй, фронталка. Все, в принципе, я готова поотвечать на ваши вопросы, если они у вас есть. Может быть, даже еще что-то порисовать.
Да, цена будет с сегодняшнего дня каждый день понемножечку расти. Прям не глобально, но чем дольше вы думаете, тем дороже вы потом купите этот курс. И, ну, мне кажется, 6 месяцев это прям очень оптимально. Это прям идеальный такой срок, когда вы 4 месяца не спеша занимаетесь, проходите все-все-все уроки, вплоть до аллопеции, потому что аллопеция тоже очень важна для того, чтобы, вот знаете, вот эту живость почувствовать, как же живость создается на брови. Поэтому важно пройти все до конца. Вот. И потом 2 месяца вы постоянно работаете с клиентами и скидываете работу в чат для обсуждения с кураторами. Так, да, вебинар сохранится. До какого времени можно поступить на курс? Написана цена действительно, ну, до 1 декабря, как бы, вступать на курс уже, когда курс начнется, я не вижу смысла, вам нужно, причем, мне кажется, что мы не сможем взять больше 100 человек все равно на этот курс, потому что дело в кураторах. Кураторов у нас все еще не так уж много. Я не всех беру кураторами, они очень долго учатся в виде волонтеров, прежде чем могут идти на кураторы. Поэтому имейте в виду. Сейчас уже просто я еще толком не продавала все это время, я просто рилсы пилила, там уже человек 45 купили, поэтому просто имейте в виду, что места там не так уж и много. Последние 10 минут ничего не работает? Really? Серьезно? Так, подтвердите мне кто-нибудь. Скажите, на аллопеции тоже надо сдать домашнее задание? Нет, я понимаю, что на аллопеции вы, скорее всего, не сможете поработать, потому что это не такой уж частый клиент. Вы просто должны будете просмотреть и отрисовать на манекене. Все хорошо, да, мне говорят, что все хорошо, все видно. Просто у некоторых у вас проблемы, может, с VPN, с интернетом, короче, у нас вот эти все вот траблы, которые сейчас происходят, они, конечно, задолбали. Все, спасибо, что пишете, что все хорошо. Но если у вас будет возможность поработать, то, конечно, это будет круто, поработать с аллопецами. Я вам рекомендую что делать? На этом курсе работать на минералах, чтобы вы могли свои ошибки удалять, потому что все равно вы будете совершать ошибки. Например, наши минералы — это супер кроющая краска, и ложится она, я работала, так же, как гибрид. Заживает мягче и светлее, но ложится в моменте, то есть вы свою работу будете видеть офигенно. Но если вы совершите ошибку, можно будет удалить. Если вы заглубитесь, ошибка будет не так сильно видна, как гибридами. Поэтому я вас призываю на курсе, вообще, в принципе, на всех обучениях работать минеральными красками. Я сделала такой вывод, даже основываясь на том, что я сама много очень экспериментирую, в том числе на аллопециях я эксперименты ставлю, потому что, ну, как бы у меня нету другого материала. Я какие-то новые техники, новые методы, новые краски, я все пробую на том, что мне попалось под руки. И есть несколько кейсов, когда мы удаляем эти, бляха-муха, желтые остатки, желто-оранжевые. Может быть, даже человеку хотелось бы уже вообще ходить просто без бровей, а у него эти желтые остатки, которые нужно перекрывать. Поэтому призываю всех вас работать с минеральными красками, потому что можно удалить, потому что ошибки меньше видны. Потому что основная проблема, я вижу это по работам студентов, выпускников, которые сейчас вот на нескольких, сейчас 2 потока заканчивается параллельно, 5-й, 4-й, по-моему, вот сейчас прям закончился, 5-й еще идет. Я вижу, что самая больная все равно боль — это формы. Вот прям действительно уже волосок получается классно, а формы все еще не алё, все еще не такие классные, как хотелось бы. И вы потом тоже начнете это видеть спустя время на своих же клиентах, или когда он придет на коррекцию после уже обучения вашего, например, и вы захотите это изменить, а вот как бы с гибридами это будет сложно. Поэтому давайте переходите все на минералы во время обучения хотя бы. Вот, так, Елена, а как на бровях с 3 волосинками правильно определить, где должна быть бровь? Ой, слушайте, посмотрите, пожалуйста, мои разборы. Бровинчи называется аккаунт. И я сейчас... Там просто огромное количество вот этих разборов. Я сейчас покажу вам этот аккаунт, если вы о нем не знали, то... Бровинчи, вот оно. Вот этот аккаунт, я его, честно говоря, забросила, потому что я его создала для того, чтобы показать, как это работает, что это реально круто работает, клиенты сыпятся просто как из рога изобилия, и даже эта профессия может быть самостоятельной, когда ты просто рисуешь эскизы классные клиентам, рассказывая, показывая, где и почему должна находиться их бровь. И, кстати, здесь, если посмотреть, смотрите, все брови здесь нарисованы по методу такому, как я говорила, но они все разные, все разной
толщины, формы, там, длины, но соотношение примерно одинаковое. Хвостик 2 раза входит в тело брови, и это прямая параллельная линия, верхняя, нижняя в теле брови. Ну, короче, то, о чем я вам все говорила. И вот здесь вот куча вот этих кейсов, я там как раз-таки рассматриваю, разглядываю. То есть вы как мастера, которые работают с бровями, вы должны понимать, что вот этот вот волосок вот здесь торчит, он уже в бровь не войдет, да, а вот этот войдет в бровь. И вы еще должны понимать, что когда волоски короткие, они как бы торчат, нужно дать им возможность вырасти и лечь, потому что они не торчат всегда, только пересаженные волосы торчат странно и нуждаются в ламинировании постоянном. Поэтому вот этот анализ, анамнез, постоянный разбор вот этих бровей, всех возможных красивых, некрасивых, всяких разных, это то, чем вы должны заниматься, как бы погружаясь в эту среду. Это ваша, не знаю, это ваша ключевая суперсила, которой вы должны обладать. Но вот здесь вот есть много кейсов, где вы можете посмотреть, и я рассказываю, почему я здесь вот так нарисовала, а не так. И я думаю, вы найдете там пример примерный. Вот. Можно просить фотографии. Конечно, если там один волосок и ничего нету, вы можете попросить фотографию, может быть, сохранились, где видно направление волосков. Очень круто. Не знаю, сейчас получится найти или нет. Саша хвасталась так, чтобы вам лишку не показать. У одной из ее девочек, я сейчас покажу, отросли брови после лечения. И она радовалась, что она прям четко угадала, где раньше были ее брови. Я ее показывала сейчас. Сейчас прогрузится, покажу. Вот. Так. Бровинчи называется аккаунт. Если вы на меня подписаны, просто на мой большой аккаунт, в него зайдите, я на него подписана со своего аккаунта. И, так, работы с конкурса сейчас, да. Так. Скажите, пожалуйста, я уже купила курс, но пока меня никуда не добавили, нужно дождаться начала курса или у меня что-то не так? Да, еще пока время есть, вас добавят где-то за неделю до 1 числа, все чаты будут созданы, все туда будут добавлены, чтобы просто путаницы не было. Так, какой оптимальный размер иглы? Я люблю работать 0,35 иглой острой заточкой. Я работаю ею на детях, на взрослых, на женщинах, на всех. Я люблю, и она подходит и на супер тонюсенькие волоски, и на те, которые нужно утолщать. Короче, вообще, как бы я уже давно другие не использую. Так, работы с конкурса буду. Сейчас вопросы почитаю. Так, а как так с 3 волосинками? Чем больше комментов, тем больше виснет. Что, серьезно, из-за комментариев виснет? Мы будем тренироваться, рисовать в планшете. На выбор. Вы можете рисовать в планшете. Я вам очень рекомендую купить планшет. Не обязательно покупать этот какой-то огромный планшет. Вы можете купить планшет маленький, но в нем тоже удобно рисовать. Просто в телефоне это правда неудобно. Все-таки даже если стилус есть, например, это Samsung, неудобно по моему опыту. Вот. Так. А хрен, не грузится ничего у меня. Ладно, хрен с ним. Не покажу, потом покажу. Сейчас разбор работ с вами учиним. Что тут у нас еще с вопросами? Но с планшетом круче всего работать, потому что вы потом можете использовать это. Вау-эффект производит на клиентах. А когда вы на бумажке рисуете, там то краска стерлась, то еще что-то. Но есть, конечно, вариант распечатывать на принтере просто работы безбровые или какие-то и использовать. Какая машинка нужна? Какая машинка нужна? Какая-нибудь. Вам обязательно нужна машинка. Я сейчас себе прикупила Cheyenne Solnova, и у меня есть мой любимчик Bilar Air, которым я работаю уже очень долго. Как бы вот мои фавориты. Вас здесь сейчас очень много людей. Порекомендуйте машинки, которыми вы работаете. У нас, кстати, в чате Нечаевой в Телеграме есть разбор топовых машинок по отзывам, не знаю, нескольких сотен мастеров, которые долго ими работают, ломается, не ломается, каким техникам подходит и так далее. И вы можете в чате Telegram полистать, найти этот разбор. Он очень глубокий. И посмотреть, какую машинку приобрести, потому что я ничего не продаю, я сама все время что-то пробую и могу только сказать, чем я именно сама работаю. Так, что, давайте теперь вернемся к нашим этим бровям. Я знаете, почему сказала, попробовала свалить на вас эту заботу, выбирать, какие брови мне подошли, потому что ни от одних бровей я не пришла в восторг. Честно. Вот, ну, как бы я
Вот тут я хочу просто сказать, это, наверное, надо вот этому человеку дать приз зрительских симпатий. Сколько работы и какая вообще, в принципе, молодец. А, надо. Так, мне на самом деле понравились вот эти брови. Хоть они и слегка массивные, за массивность, наверное, может быть и нет. Но я сейчас подумаю, вот эти брови запомните, номер 2. Так, эти мне не понравились, потому что, ну давайте, они это пиявка брови по сути, то есть у них прямая нижняя линия практически, очень широкая головка, какая-то рыхлая, причем слишком, хотя, конечно, видно, что человек старался, молодец, прям вот такие они заламинированные, но я никогда не буду с такими. Вот я себе сразу моль напоминаю, вот на многих фотографиях я напоминаю сама себе моль. Вот, вы знаете, у меня сложный случай, мои брови стали прямыми и восходящими за счет пластической операции. И как бы мы ни старались их опустить, все еще мне недостаточно. И я уехала от Саши черти куда, коррекцию сделать не получилось. Поэтому прямые брови мне не нравятся. Но эта работа хорошая. Тоже, ее тоже мы с вами сейчас запомним. Потому что она, в общем, гармонично как-то бровь села на мое лицо. Ну, а это как бы моя форма текущая. Мне все-таки больше вот это даже нравится, хотя она какая-то массивная, как будто только что покрасила брови. Слишком много толщины и яркости. Нет, наверное, эту я не выберу. Знаете, вот чуть-чуть почистить вот эту дымку, что ли, было бы прям гораздо лучше. А еще мне не нравится вот этот вот уголок, который создался. Ладно, сорян. Номер 2 тоже, наверное, нет. Номер 4, запомним его, но слишком прямые для меня и какие-то короткие. Вот мне не хватает хвоста, я люблю хвосты подлиннее. Так, а здесь слишком коричневые, не тот цвет выбран. И слишком длинные хвосты. Такая, блядь, люблю хвосты подлиннее. Слишком длинные хвосты. Что ты будешь делать? Но вот где-то какой-то баланс здесь вот все-таки не учтен. Вот буквально, знаете, полсантиметра брови. Ну вот, не знаю, как показать. Короче, полсантиметра, если представить, что сантиметр там, ну как бы на лице, который они здесь, подтереть бы. Но как бы, и что мне здесь еще не нравится, вот эти острые вот уголки мне не нравятся. Сорян, но молодец тоже, старалась, хвалю. Так, здесь слишком длинное тело брови относительно хвоста. И слишком вылизанные, как бы, тут явно по схемам человек, который работал, но тоже старалась, сил нету, но мне не нравится, правда. Здесь тоже как бы массивность тела и головки относительно куцого и острого хвоста мне не нравится. Эти, ну, ниже, чем надо лежат. Не там. И прямые какие-то слишком. Эти слишком грубые, что ли, и как будто маленькие. Видите, что они малы для этого глаза. У меня как бы нестираемый татуаж на глазах, поэтому малы. И слишком графичны в то же время. Так, вот эти мне больше всех понравились. Но как будто не хватает чуть-чуть насыщенности, но хвост сидит на месте, и длина хвоста меня устраивает. И такой творческий, в общем-то, какой-то беспорядок. Прям мне понравилась эта работа, я ее с самого начала выделила. Здесь, что вот, вот вроде... Ну, во-первых, они сидят ниже, чем должны были быть. Если вы смотрели урок, я рассказывала как раз вот про эту грыжу, про мягкую часть. То есть бровь должна начинаться от вот этой вот кости. На кости, вот она от нижней части треугольника на кости вверх должна здесь. А здесь она сидит на грыже у меня. Она как будто не на месте и как будто маловато тоже. Так, 13-е. Что здесь мне не нравится? Какие-то плоские, что ли. Ну, не могу объяснить. Вроде ничего прям плохого нету. Но вот если сравнить с 10-й. 10-й как-то более выраженный излом, более выраженный переход от светлого к темному, более рыхлая головка, вот это соблюдено. А здесь равномерно как будто все закрашено. Так, здесь слишком светлый цвет, слишком какие-то они, как будто их пересадили. Вот, я поняла. Как будто их пересадили и только что постригли и вверху, и внизу, и везде. У меня у мужа брови так выглядят, когда я ему их постригу. Эти тонковаты для меня. Да? Согласны? 18-е. Вот неплохо тоже. Неплохо.
А кто? Вы тут есть народ, о которых мы говорим? Так, здесь у нас что-то... Вот эти вот пустоты мне не нравятся, выглядит как грязь, как вот та растушевка, которая не приживется, которая зря сделана. И получается, что такая узкая головка, и вот здесь как-то графичный излом, хотя форма хорошая. Но вот тут надо было определиться как-то вот, короче, эта пустота мне не нравится. И так как она не считывается, обратите внимание, она как будто не считывается, если глаза прищурить. И нас так учили во время обучения, если глаза прищурить, то ты отсекаешь вот этим мутностью взгляда, ты отсекаешь полупрозрачные детали. И если прищуриться, глядя на эту работу, то злая рожа у меня становится, как бы, потому что акцент по нижней части головки, и потом идет она такая уже вверх. А это вот вам, да, я там тоже повесила, если дать возможность голосовать самостоятельно. Здравствуйте, покупные голоса, здравствуйте, лайки от подружек, короче. Я поржала, это Виталик Микрюков прислал. Так, итого, кого же мне выбрать? Ядрёна вошь. Так, между вот 18-й, здесь, наверное, давайте 18-я и 10-я. Наверное, я выберу 10-ю все-таки. Она более интересно нарисована сама по себе. Более рыхлая, более такая художественная, что ли. Я выбираю 10-ю. Я выбираю 10-ю. А еще я, знаете, что выбираю? Я выбираю вот этого человека, который так много трудов потратил. Приз зрительских симпатий. Тоже welcome на курс. Я не жадная. И пущу двоих. Так, итак, кто у нас тут 10-й? Кто 10-й? Признавайтесь, вы тут. И первый. Кто первый? Интересно ваше мнение. Тут пишут, я за 10-ю голосовала. Я 5-я. Так, давайте. Есть тут победители, чтобы орать ура. Говорить поздравляю вас. Разберите, пожалуйста. Так. 12 все, выкинули. Читеров мы не разбираем. Тут пишут, разберите 12. 12 и 17 не участвуют, потому что это было нечестно. Призывать просто подружек, которые прибежали и налайкали. Так, ну кто? Ну ладно вам, говорите. У меня даже нету сейчас в доступе номера 12, сорян, все, не хочу лезть никуда. Короче, девочки номер 1 и номер... вот пишут, я номер 10, Яковлева Юлия. Все, congratulations, happy birthday. Вот все, добро пожаловать на курс, который длится 6 месяцев. Я очень надеюсь, что вы дойдете до конца, что вы будете также красиво рисовать и на людях потом, и станете нашим амбассадором и куратором на курсе, и буду очень рада познакомиться. У вас огромный потенциал, надеюсь, вы не обосретесь. Так, и номер 1 тут, наверное, не пришел, да? Моя работа номер 4, я была близко. Все, но все равно все, вот просто прикиньте, я всегда говорю, просто прикиньте, вы когда рисовали, вы видели, какие я работы показывала, да, там же просто жуть была, у некоторых настолько большие проблемы с формами, с симметрией, что просто надо на этом зациклиться, на этих уроках застрять, и вообще просто даже если вы научитесь рисовать только красивые симметричные формы, уже это будет, ну, я считаю, это самым важным, правда. Пусть это будет там пятнистая растушевка, пусть это будут волоски, которые не приживутся или на 10-й только раз приживутся, пофиг. Зато красивая форма, понимаете? И вот это уже, наверное, 9 из 10. Это залог успеха просто. И рисуя, вы сами... Так, давайте 10-го покажем, пусть он висит тут. Рисуя вот эти вот брови, вы сами понимали, насколько это помогло вам уже даже в моменте подрасти. Скажите, я всех вас жду на курс, вернее, не всех, а всех тех, кому получится зайти на курс, потому что мест осталось примерно половина. Вот, вы очень крутые, кто-то крутой.
а кто-то не очень, но вам нужно тренироваться, и вы сейчас это поняли, как много вам нужно тренироваться в сравнении с работами других мастеров, потому что, ну, тут как бы привилегий никаких не было, я никого из этих людей не знаю вообще, ну, просто вот, ну, вот мне вот эти понравились больше всех брови, хотя, ну, можно было бы тоже и лучше, нету предела совершенству, но на этом с вами мы и закончим. Все. Я Елена, номер 1 мой. Вот, Елена, поздравляю. Добро пожаловать на курс. Короче, все, вы красавчики. Надеюсь, этот вебинар вам был полезен, несмотря на начало. Слушайте, короче, все. 1 и 10 номер победители. Что, вопросов больше нету? Тогда можно закругляться. Вроде как я все раскрыла вопросы, да? 1 декабря начинается курс. Я, несмотря на то, что он долгий, рекомендую вам отложить максимум все дела и прям влупиться в этот курс полностью, чтобы не выгореть, сразу находить себе клиентов, на которых вы будете рисовать и тренироваться, моделей, вовсю голосить о том, что вы сейчас на самом крутом курсе учитесь, потому что, ну, показывать свои работы, как это будет выглядеть, потому что очень многие сидят и ждут, когда мастер наконец-то перестанет делать эти растушевки и начнет делать волоски реалистичные. Они радостно запишутся к вам моделями на эскизы, на бесплатные, возможно, процедуры. Вы можете говорить, что вам портфолио нужно пополнять. Короче, я рекомендую вам максимально много работать на клиентах. Ну, я им оставила просто. У меня тут всякая штука, вот это всякие книжки, все, что не должно быть в кадре. Максимально много работать на клиенте, эскизы рисовать на клиенте, пробовать волоски рисовать на клиенте. Хуже не сделайте, чем у вас было раньше. Не бойтесь испортить, просто предупреждайте своих клиентов о том, что вы учитесь, что вы тренируетесь, что это бесплатно, и они будут вам помогать. Понимаете? Так. Что, еще тут есть вопросы? Усложненный вариант сразу надо выбирать. Да, я рекомендую вам выбирать усложненный вариант. Знаете просто почему? Потому что это человеческая лень. Потому что если можно пропустить, вы пропустите. Если можно сфилонить, вы сфилоните. Ну вот мы так устроены. Если нет у вас четкого плана и куратора, который вас не пропустит дальше, если у вас будет возможность прислать смайлик, вы пришлете смайлик. Вместо того, чтобы сделать домашку правильно и в полном объеме. А курс рассчитан, он именно прикладной, он именно практический, где вот просто миллион заданий, вы делаете миллион этих бровей и отправляете ту самую идеальную пару, понимаете? Или ту самую строчку, где все волоски идеальны. Вы не можете отправить строчку, где волоски вот так вот зачеркнуты в начале 2 и в конце 2, вот здесь типа получилось. Нет, это значит, что у вас половина примерно не получается, у вас все должно быть идеально. И тогда у вас все получится, и заживать будут хорошо работы, и рисоваться будут хорошо эскизы, и вот это вот все. Так. Программа на планшете Procreate у меня на Samsung забыла. SketchUp, по-моему, называется. Так особо и не поняла, какие все-таки брови Елена хотела бы для себя. Ну, ближе ко всех подошли 10-е брови к моим. Ну и, кстати, первые тоже, там хороши брови, но они как-то тонковаты для меня, но нарисованы хорошо. Ну что, все? Все, закругляемся. Спасибо всем. Короче, со всеми вами, я надеюсь, встретиться на курсе. Все, пока.